Итак, всем привет! На улице 3 мая. И в этот прекрасный весенний день мы отправляемся в очередной поход. Как вы видите, на улице идет дождь. Целый день сегодня по прогнозу дождь. 5 градусов, как пишет нам Яндекс, ощущается как +1. Настоящая весна пришла в Россию. Но, несмотря на это, мы сегодня с Олесей отправимся в небольшое путешествие. Пойдем сейчас в 2 деревни, до которых нам нужно идти 3 километра. А пока что тракторная колея, видимо, на протяжении 3 километров ждет нас. Я думаю, большая часть людей сегодня предпочла бы остаться дома. Вот такая вот местность, вокруг совершенно никого. И вот это вот направление ведет нас потихонечку к нашей цели. Надеюсь, сегодня будет интересно. Итак, подходим к деревне. Остается около 300 метров. Пока что совершенно ничего не понятно. Где-то вот за этим лесом мы уже должны будем увидеть дома. На дороге большое количество тракторных следов, потому что кроме трактора, мне кажется, мало что тут проедет. Вопрос только, зачем этот трактор туда ездит. Сейчас подойдем, посмотрим, как выглядят дома. Надеюсь, деревня все еще существует, потому что за несколько лет она могла и полностью исчезнуть. Итак, ребят, вот так вот выглядит деревушка. Тишина. И дом сохранился даже достаточно неплохо. 3 дома в деревне, 2 из них в наипечальнейшем состоянии. Я как понимаю, этот дом уже практически того и гляди рухнет со дня на день. Вряд ли мы там найдем хоть что-то интересное. Основную ценность, скорее всего, представляет вот этот домик. Возможно, он даже до сих пор жилой. Сейчас к нему подойдем, посмотрим, что там осталось. Доски заколочены в окнах. Видимо, против мародеров делали. Остались наличники, все еще покрашенные. То есть дом снаружи выглядит неоднозначно совершенно, брошенный он или нет. Когда мы подошли к двери, тут был накинут замок. Вот этот вот старый ржавый замок. Просто был накинут, мы его сняли, и все. Дом открыт, все остальные двери открыты. Видно, что внутри уже были мародеры, разобранные приемники. То есть явно мы тут не первые гости, но несмотря на это, в доме все еще очень много интересного. Добро пожаловать! Итак, ребят, мы внутри. На улице дожди, на ветер. И вот такой вот старинный диван стоит у нас на крыльце. Часто мы такие находим практически в каждом брошенном доме. Опять же, про что я вам говорил. Остатки телевизоров. Внутри множество приемников. И все они частично разобраны. В доме уютно, тихо, крыша не течет, сухо. Смотрите, еще один замок. Когда-то в прошлом, видимо, его взломали. И мы попадаем в вот такой вот большой коридор с множеством дверей. Там у нас лестница на чердак. На чердак я еще не заглядывал. Даже не представляю, есть ли там что-то интересное. И также есть дверь во двор. Все это перегорожено каким-то упавшим ящиком. А вот с этой комнаты уже начинается интересное. Мебель, кровати. Достаточно много кроватей в доме. Постеры, книги, сервант с книгами, иконы и швейная машинка. Я вообще удивлен, что она сохранилась до наших дней. Швейная машинка со столом. Вот так жители украшали свой дом. Искусственные цветочки. Этот уголок у нас оббит тканью. Мебель не самая старая.
Видимо, привезли в 90-е или в начале 2000-х. Необычный плакатик над кроватью. И сервант, в котором осталось еще множество книг и детская игрушка. Смотрите, все каким толстым слоем пыли покрылось. То есть в доме уже явно несколько лет не живут люди. Вот еще игрушка. Мертвые мухи повсюду, паутина. Вот, смотрите, игрушка лежит, сразу же не заметил. Вот такой вот зайчик. Какой-то он грустный. Но на его месте я, наверное, тоже бы приуныл, глядя на все это. Уголок с иконами. Москва, 89-й год. Золотое кольцо. Владимир, Иваново, Суздаль. Перечислены города Золотого кольца. И вот такая вот икона. Просто плакат с изображением. Естественно, никакой ценности не представляет. Видимо, жила бабушка, к ней приезжали внуки, дети. Потом бабушка умерла, и в скором времени дети забросили этот дом. Таинственный остров. Давайте теперь пройдем в следующую комнату, в основную, и покажу вам, сколько всего осталось там. Вот так когда-то у нас основные двери закрывались в комнату. Кстати говоря, дом даже никуда не наклонился, двери по-прежнему закрываются и открываются спокойно. И мы попадаем в основную комнату, в которой еще огромное количество кроватей. То есть в предыдущем помещении было 2, и здесь 2. 3-4 человек приезжали сюда. То есть небольшая семья. Люстра на месте, приемник, мебель даже не из 90-х, я думаю, из начала или середины 2000-х, компьютерный стол. Каким образом они смогли его до сюда довести? Видимо, нанимали трактор. Потому что своим ходом добраться до сюда с мебелью, да еще и с мебелью, практически невозможно. Приемник Рекорд 66. Опять же, видимо, мародеры что-то здесь делали. Отломана крышка. По пути в основную комнату лежат приемники, проигрыватели пластинок. Смотрите, сколько тут фломастеров, календарей. Лежит маленькая машинка, уже без колес. Мечта ребенка из 90-х. Множество фломастеров. И вот такой вот проигрыватель. Серенада 306. Муха сонная ползет. Прости, муха, ты останешься вместе с музыкой навечно. Опять же, вы можете посмотреть, какой слой пыли на этой серенаде. Печь абсолютно целая. Выглядит просто замечательно. Никакие мародеры ее, к счастью, не разбирали. Я посмотрел упаковку от чая, и она у нас 2012 года. Итак, я надеюсь, вам сейчас видно. Июль 2012 года. Изготовлен чай «Бодрый день». То есть, отталкиваясь от этой упаковки с чаем, мы можем предположить, что последний раз тут жили в 12-м, возможно, 13-м году. Последний раз. После чего перестали сюда ездить. Осталось множество посуды,
кружки. Люди попили, оставили, и все. И ушли навсегда. Холодильник с наклейками из 90-х. Зачарованные. Нет, это, наверное, уже 2000-е. Да. Зачарованные. Король Лев. Значит, скорее всего, приезжала внучка сюда. Сигареты Вест. Еще один уголок с иконами. Вот такое изображение. Также тут есть небольшие иконки. Хоть они, конечно, и не представляют никакой ценности, но все равно не часто. Это все остается на своих местах. Старые стулья, столовые приборы даже остались. Ролтон, графин, сервант. Вот смотри, там игра в футбол. Да. Наверху лежит игра в футбол. Фигурок нету, но я думаю, она абсолютно рабочая. А это что у нас такое? Еще одна игра. Но она вроде как сломана. Тут был шарик, его надо было закидывать. Возможно, это когда-то было закрыто стеклом, но я в детстве не видел такую игру Мотоспорт. Необычно. Итак, я еще нашел игру за рулем. Совершенно неожиданно. Она была перевернута. Я вначале даже не понял, что это такое. А также есть тут хоккеисты из игры хоккей, ворота к хоккею. И даже сохранилась машинка на магнитике. И я думаю, современные дети даже не в курсе, как в это нужно было играть. Снизу стоял магнит, и машинка ездила за этим магнитом. А тут был руль, его нужно было крутить. Эта штука крутилась, и вы рулем управляли машинкой, чтобы она никуда не врезалась, проезжала под мостами. И было 3 скорости. То есть, чем быстрее скорость, тем быстрее вращается круг. Не знаю, насколько долго современные дети бы проиграли в такую игру, но раньше это было у многих. И это было достаточно увлекательно в те времена, когда мы были детьми. За рулем. У меня тоже такая была. Вот написано даже за рулем. Но, по-моему, какого-то другого цвета. Уже сейчас не вспомню. Итак, ребят, в коридоре у нас лежит вот такой ящичек, а за дверью всякие детские разукраски. Остатки от машинки. Разукраска внедорожники. Армия США. И еще там несколько подобных. Фломастеры. Какие-то тягачи. И также я оттуда достал очень странный плакат, на котором написано «Шуня и Гендос. Понять и простить». Какие-то разукраски вообще не тронутые. А вот внедорожники, видимо, нравились больше. Они все разукрашены. Советская люстра. Тоже вся в паутине уже. Но при этом абсолютно целая. Все сделано из пластика. Наверное, у каждого второго раньше такая была. Ярославские блогеры собрались на пляже. Кто-нибудь из вас узнает хоть кого-нибудь из этих людей? Статья 2012 года. Итак, ребят, мы покинули дом. Вот так вот тут все было. Просто как будто бы закрыто, но по-настоящему замок не запирается. Вот он просто накинут формально.
Дождь по-прежнему идет. Дождь расходится. Давайте заглянем, что вот это за постройка. Дверь открыта. Вряд ли, конечно, внутри мы найдем хоть что-то интересное. Но я удивлен, что даже у такого небольшого домика были наличники. Кто-то потратил время, чтобы у этой сараечки сделать наличники. Замок висит рядом. И внутри совершенно ничего интересного. Действительно был, видимо, какой-то сарай. Что-то тут хранили. Последний взгляд на этот домик, где мы только что были. И нужно отдать ему должное. Несмотря на такой дождь, внутри, как вы видели, все сухо и комфортно. Насколько это, конечно, может быть в данных условиях. Следующий дом, как вы видите, того и гляди скоро рухнет. Крыша абсолютно дырявая. Крыльцо развалилось. Внутри полная пустота. Смотреть там совершенно нечего. Потолок обвалился, и все вокруг заросло. Вижу старый колодец напротив дома. Сюда, видимо, жители раньше ходили за водой. Итак, покинули первую деревню. Все самое интересное мы там посмотрели. И сейчас направляемся в вымершее село. Там должен остаться один дом, если верить спутниковым снимкам. И должна остаться церковь. Кто-то сделал мостик из кирпичей. Необычно. И вот такая вот восхитительная дорога нас туда ведет. Как это неудивительно, тут еще есть кладбище. Кладбище я тут встретить вообще не ожидал, честно говоря. Или какие-то остатки кладбища. Смотрите, какое все запущенное. Все разваливается, зарастает. И вот она, церковь. Наше сегодняшнее пристанище. Какая-то яма рядом. Сейчас будем прятаться в ней от дождика. Итак, ребят, мы внутри церкви. Наконец-то нашли место, где не мочит. Как это ни удивительно, крыша тут все еще целая. И даже немножечко уцелели фрески. Я удивлен, что в таком старом заброшенном месте абсолютно сухо внутри. Крыша по-прежнему выполняет свои функции. Я думаю, в советские годы, естественно, эту церковь использовали как какой-то склад. А в данный момент все полы тут вскрыты. И явно любители найти какие-нибудь сокровища прошлись тут металлоискателями повсюду. И единственный дом, если верить спутниковым снимкам, который у нас остался в этой деревне или бывшем селе, выглядит в данный момент вот так. Абсолютно пустой каркас, разобранный. Вот так выглядит церковь сбоку. К сожалению, не удастся поснимать сегодня эту местность с квадрокоптера из-за сильного дождя. Смотрите, в кустах где-то на окраине кладбища. Уже ничего не разобрать. Татонов. Вот вижу только фамилию. Татонов Федор. Вот
Возможно, какой-то богатый человек тех времен, потому что камень сделан очень необычно. Смотрите как. И все заросло деревьями. Да. А ведь когда-то на этой планете был Федор Татонов. Кем он являлся? История это скрыла. Так, хочу еще посмотреть вот такой вот крест. Олеся говорит, слышала какие-то голоса. Я, конечно, не нагоняю мистики, но я никого не слышал. Вроде мы здесь одни. В такую-то погоду. Кто тут еще окажется? Смотрите, как необычно. Такое я никогда не видел. Вообще просто нечто. Как, я не знаю, крест какого-то рыцаря. Там была иконка из чугуна, видимо. Осталась небольшая часть. Остальное откололось. Может, где-то под листьями лежит до сих пор. Искать ее я, естественно, не буду. И все, уже никакой оградки, ничего нет. Просто крест посреди упавших деревьев. И вот с этой стороны какая-то надпись даже есть. Не очень понятно. Воля твоя написано снизу. Сверху я не понимаю. Ну расскажи, что было. Я ушел снимать. Я кушала. Так. А потом я пошла посмотреть, как тут капельки падают, заснять хотела. Подхожу вот сюда. Куда смотрела? Ну, я вот так прямо смотрела, я, по-моему, даже с телефоном стояла, снимала. Так. Нет, я потом начала снимать. Ну, короче, не суть, я сюда подошла, я думала, где ты ходишь, и вдруг я с той стороны слышу отчетливо женский голос. Ну, может, я не слышала, что она говорила, но как будто вот что-то, вот женщина таким, лет 50-60, что-то говорит. Я подумала, кладбище, вчера Пасха была, мало ли, ну, кто здесь что убирает, пришел в могилу. И через несколько секунд начал ты что-то говорить. И я такая, ну, ты, значит, с ней там что-то поговорил, бог с ним. Вот, и я постояла, немножко отошла, и ты потом вот здесь пришел уже... Так. Уже ходишь, комментируешь. Вот и все. И я тебя спрашиваю, там, кто? А ты говоришь, кто? Я один. Вот и все. Вот весь рассказ, все. Вот такой рассказ мне Олеся только что рассказала. Что она подумала, что какая-то женщина здесь еще ходит. И я с ней поговорил. Как будто бы она сказала несколько предложений каких-то. Ну, я не разобрала, что сказала, но несколько слов, предложения, там, 2 предложения. Но это не то, что там кто-то крякнул, как утка крякает, и все. Нет, кто-то как будто что-то сказал. Причем я поняла, что это женщина, а не мужчина, никто. Причем голос такой, ну, пожилой. Вот. Короче, я не свихнулась. Просто... Мы не нагоняем жути, не говорим, что тут есть призраки. Просто вот такая вот небольшая история за время моего отсутствия произошла в этой церкви. Может, на самом деле здесь кто-то был, ну, может, вы разошлись с ними? Итак, ребят, все, мы покидаем эту церковь. Поснимал ее как мог. Все вокруг заросшее деревьями. Какого-то цельного общего плана тут сложно добиться, потому что она уже зарастает лесом. Но я думаю, общую суть вы поняли этой церкви. Уже давным-давно, судя по всему, тут никого не хоронят. Последнее захоронение было 86-го года. В те времена, когда деревни еще жили. Вот такое вот необычное место. А когда-то вокруг были дома, была жизнь. Кто-то строил эту церковь, а сейчас это всеми забытые дебри, в которые лишь изредка возвращаются родственники, кто до сих пор ходит на это кладбище. Ну и на этом все. В этот дождливый денечек мы возвращаемся обратно.
Надеюсь, вам сегодня вместе с нами было интересно походить по очередным удаленным местам нашей области. К сожалению, погода нелетная, поэтому на квадрокоптере сегодня снять ничего не удастся. Ну что же, повезет в следующий раз с погодой. Увидимся в следующих заброшенных местах.